Гражданин Яшин Виктор Евгеньевич. Где отец? Ведь Говорков блогер. Да. Шугунов Борис Генрихович, депутат Государственной Думы. Ну, а художники напиши, может, поможет. О каком именно художнике? Преступник, убийца серийный. По поводу Лехи. Во-первых, я пробил его одежду, но неважно как, короче говоря. У него одежда точно такая же, как была на убийце Шевцова. Такая же не значит та же. Хорошо. Машину его девушки Татьяны видели возле гаражей Запарина на момент убийства. Это второе. У него нет алиби, Володя, нет алиби на момент убийства Лабусова. Четвертое. Он знает все даты убийств. Все, понимаешь, Володь? Они были только в деле. Между датами постов и датами убийств у меня больше месяца. Ты меня очень разочаровал. И пятое. Пока ты ходил за сахаром, Леша твой рылся в моем компьютере. Это видел дежурный. Шестое. Короче, Леха художник. Полиция! Уйди в сторону! Он был жив и сказал, что это он. Цифры. Открывай. Если бы не ты, давно бы уехала. Привет. Извини, опоздал, но с кем не бывает. Со мной не бывает. Ладно, ладно. Пойдем, я тебе железо покажу. Пошли, давай сумку. Ты как, Лех? Это кто? Да я не знаю. Езжай домой. Выпить хочется. Вот, правильно, выпей. Прям нажрись. А ты? Я не могу. Володь, Ау. еще, пожалуйста, пробей для меня эту женщину. Житкина Людмила Михайловна. Да-да-да, это учительница, которую якобы сбил мой отец. А, я понял. Скажу, что брали по полной программе. Да. Ну, счастливо. Алексей Леонидович, давайте-ка я вас отвезу. Спасибо. Вот. Что это? Это телефон Шибунова. Позвоните ему насчет отца. Теперь он точно не сможет вам отказать. Алексей Леонидович, объясните мне, почему вы посредине операции рванули Ковалева? Вы слышите меня? Вы что, полагали своей фотокамерой остановить опасного преступника? Вы меня слышите, Алексей Леонидович? Кто-то убил Карачарова и написал на купюре 240 и положил в кейс. Зачем? На кейсе были цифры 303, написаны кровью. Что это за цифры? Что это пароль, код, дата, статья? Статья, есть такая статья? Да, есть. Что это за статья? Сокрытие улик. За это их и завалили, их убили за то, что им было что скрывать. Если бы все мои клиенты были такими чайниками,
Я будила икру тазиками. Вот твой Цезарь, вот же Жахуда. Слушай, можно определить, откуда он писал? У них одинаковые опишники. Чего? Дэн, объясняю для тупых. Или он разговаривает сам с собой, или он переписывается с кем-то внутри квартиры. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Запрос ваш я отдал, сказал, что максимально срочно. Спасибо. Значит так, давайте поговорим о сегодняшней ночи. Я хочу знать в деталях, поминутно, посекундно, кто, где из вас находился в момент убийства Ковалева. Денис, начнем с тебя. Я нашла хакера. Даже мой телефон. Скажи, чтобы выяснил айпишник из моей последней переписки. Откуда писал тот человек? Что с рукой? Да, это я так порезалась. Слушай, возьми мой, я у мамы взяла. Держи. Спасибо. А знаешь, компания Global Promotion. Нет? Нет. Певцами занимается. Эстрадой. Шоу. Не слышала. Крупная. Я не слышал. Кофта. Пока. Я бегу к воротам, он мне навстречу, водолаз этот. Ну и бьет меня по башке чемоданом с деньгами. Я удивился. Потом вы прибежали, что-то мне говорили, я не помню. Вот, а потом я вас уже на берегу нашел, все. Что вот Леха делал? О, Леха, привет! Ты что приперся? Ты посмотри на себя. Ну ладно, на сегодня с этим закончим. Что там у нас на Global Promotion? Global Promotion. Последний проект компании Global Promotion «День города» в Балашихе в 2005. Но для вас это, наверное, не секрет? Ну да, при этом у них неплохой коттедж в неплохом месте. Офис в пределах Садового кольца и 500 000 евро в тяжелом чемодане. Я думаю, может, это были деньги Карачаровой? Я не думаю, что Шабунов позволил бы своему зятю тратить свои средства. Скорее всего, даже коттедж он записал бы на себя. Ну, в крайнем случае, на дочь. Денис, запроси данные в налоговую БЭПе на эту компанию Global Promotion. Опроси всех сотрудников. Володя, а ты проверь по сводкам нераскрытые насильственные смерти за последний месяц. Если будет кто-то из Global, за это отдельное спасибо. Да, и обрати особое внимание на красивых молодых женщин. Причем тут красивые женщины? Дело в том, что эта компания занималась якобы раскруткой модели, но, глядя на каталог Карачаровой, там одни красивые барышни. Вот и проверим на самом деле, чем они занимались. Алексей Леонидович, а что вы делали после того, как сорвали операцию там, во дворике, а? Я выбежал. Мне показалось, я кого-то увидел, я побежал, оказался на берегу. Вы видели Звягина? Только вместе с вами на берегу. Хлопонина? Я видел только Ковалева. Когда он умирал. Я думаю, это сделал художник. Нужно вытащить всю информацию из последней переписки. И выяснить отправителя. Но это будет в 2 раза дороже.
Сделайте сегодня, доплачу за срочность. Деньги налом. Хорошо. Кофе. А может, его следующая цель – это я? Косвенно я причастен к серии убийств. Это игра. Художник читает мой блог и выбирает жертвы. Чиновники, политики, полицейские, судьи, бизнесмены. Короче, стайка коррумпированных параноиков. Максимум через месяц после моих постов они все были мертвы. Все. Большинство. Но иногда он подсказывает, как в ситуации с Карачаровой восстанавливает справедливость. То есть делает за нас нашу же работу. Когда я согласился работать в группе, он решил, что я продался. И подвел меня под уголовное дело. Кто-то похитил удавку Лабусова, подменил нож Шмидта. Этот кто-то знает о делах группы и владеет всей внутренней информацией. То есть вы полагаете, что этот кто-то из нас, полицейских, да? А может, вы ошибаетесь, Алексей Леонидович? 5 лет назад вы писали обо мне в своем блоге. Да, я понимаю. Наверное, вы этого не помните. Скажу честно, было обидно. Вы написали, что я превысила свои полномочия и упустила очень важного подозреваемого. Но заметьте, я еще жива. В таком случае поздравляю. Вы в нашем списке. Ладно, поехали. Подозреваемый или соучастник. Global Promotion. Здравствуйте, а можно Сергея Юрьевича? Нет, Сергея Юрьевича нет. Он умер. Извините, а может Константин Дмитриевич тоже умер. Здрасте. Вы к кому? Телефон. Global Promotion. Ничем не могу вам помочь. Все начальство умерло. Запишите автоответчик. Я и есть автоответчик. Живой кто-нибудь есть? Наверное, вы. В бухгалтерии. Александр Владимирович, к вам. Документы уничтожайте. Тебе чего? Мне нужна ваша финансовая отчетность. Ну и как это будет выглядеть? Что вы напишете? Пострадавшая учительница, мизерная зарплата, крошечная квартира. Ну, конечно же, давление прокуратуры на свидетеля, да? Новая тема для вашей статьи. Мы пришли. Так? Ваша статья уже написана. Людмила Михайловна, мой отец, он и так очень много страдает. Он пожилой, достаточно больной человек. Мне все-таки хочется надеяться, что мы с вами решим эту проблему мирным путем и как-то возместим вам ущерб. Просто мне кажется, что этот ущерб не настолько велик, чтобы мой отец сидел в тюрьме. Да что вам наш ущерб? Копейки. А мы для вас кто? Да мы для вас грязь. Вас не судить, вас к стенке ставить надо. Нагребли, аж уж из пасти все лезет, валится, вам все мало. Учтите, я хоть и учительница, но я заслуженная. И если что, я в газеты пойду. И найдется, кому меня защитить. Людмила Михайловна, вы же в Куравлёво живете? Да, Это следующее, за Двуреченским. да. Какая нынче зарплата у сельских учителей? 7000. Не густо. Но главное, чтобы на путешествие хватало. Правда? Летом Римини, октябрь Таиланд, Прага зимой.
скопила. Ну, мы так и подумали. Как опелек-то бегает? Хороший, новый. Дачку в марте достроили. Сколько, 7 миллионов? На какой электричке, говорите, ездили? На 8-часовой. Ну, вы, конечно, не знаете, что 8-часовой электрички уже как неделю нет из-за ремонта путей. Да и зачем вам при такой машине? Яблоко хотите? Я вспомнила. Я на 7-часовой электричке ехала. Я еще подумала, почему эта электричка так рано пришла. Алло, да, Володь, я слушаю тебя. То есть вы выехали на электричке, которая выходит в 7:58? Да. Вот вы выехали в 7:58, а ехать вам? Около часа. А в 8:07 вы беседовали в чате с подругой. Как вам это удалось? Вот. Телефон. Позвольте. Телефончик дайте. Ой, интернета нет. Не подключен. Володь, я тебе позвоню, да. Угу. Я поняла, пока. Чтоб вы знали, Людмила Михайловна, в вашем чате, в котором я сейчас нахожусь, все сообщения, отправленные с мобильных устройств, в другом цвете. А у вас все одинаковые. А это значит, что писали вы со стационарного устройства. Да, Людмила Михайловна, оказывается, вы за последние 2 года 4 раза побывали в ДТП, причем жертвой. И 7 раз выступали свидетелем по подобному же делу. Просто какое-то невезение, Людмила Михайловна. И что самое удивительное, все эти дела вел один и тот же следователь. А вы, собственно, вы готовьтесь. Все-таки от 5 до 7 лет. Вы ешьте апельсины, пропадут. Стойте! В общем, никаким промоушеном Карачаров не занимался. Занимался он эскорт-услугами категории VIP. Девочки, дурь и прочие радости. Это все клиенты. Ну, понятно. А 500 тысяч? Я не знаю, может, премиальные. Нет, я о премиальных я бы знал. Ну и сумма. Ну, 20 тысяч, 30. Ну, не 500 же. Ну, а что это тогда? Я не знаю. За последний месяц в сводках 4 случая, в которых фигурируют девушки Ребят, забирайте. до 25. В 2 случаях убийцу установили, по 3-му жду результата. Все будет хорошо, вы не волнуйтесь. Так, вот 4-й. Обнаружено 3 недели назад. Брюнетка, личность не установлена. Ориентировочно 16 лет, рост 168, изнасилована, избита задушно. Особая примета на шее, за правым ухом, родимое пятно треугольной формы. Мне кажется… Что вам кажется? То есть я не уверен, но… Подождите. Ну что, говорите, говорите. По-моему, это наша, новенькая с Украины. Ее под заказ привезли. Она была, ну, в общем, натуральный товар. В смысле? Нетронутая. Такие очень высоко ценятся. Кто заказчик? Я не знаю, но ее повезли шеф и Никифорова лично. Никифорова, это которую в доме нашли, которую Карачарова типа застрелила. Да. Она была в деле, ну, типа мамка. И деньги за нее, за эту девушку, не пришли. Не пришли. Подожди, значит, заказчик ее убил, деньги не пришли, но Карачаров получил… и это самое Никифорова получили компромат на него, на этого заказчика. 500 тысяч. Да. Где ее нашли, эту девушку? Смотри. Живописный дом 4. Наш район. Все. Ребят, забирайте. Пойдемте. Чистосердечное признание, написанное идеальным учительским почерком. Да. Похоже, оно было написано в интернете. Интернет-помойка, если не знаешь, что ищешь. Расписание тоже в сети? Я ездил на этой электричке. Да. Слушай, я проверяла. Там расписание смещается в нечетные дни, а фальшивое ДТП было во вторник. Я это знал. А вы с Житкиной нет. Просыпаемся, Борь.
Где мой вискарь? Будет тебе вискарь. Борь, дело 3-недельной давности. Девушка, 16 лет. Личность не установлена. На шее родимое пятно, изнасилована и задушена. Слышал что-нибудь? Тебе зачем? Жениться хочу. Да ты что, на ком? На тебе! Ну, это неудачная партия. Слушай, ну что ты в пинг-понг играешь? Ну хватит мозги парить! Так, все, хорош. Слышал или нет? Ну, конечно, слышал. Что? Эти уроды из Щукинского отделения перетащили труп в соседний двор. Типа ваша территория. Нас же и вызвали. Мы говорим, ребятушки, побойтесь Бога. Следы от пяток тянутся, как от бульдозера. Видно же, что ее тащили. Они говорят, где нашли, там и валяется. Вот так. Вещдоки по делу где? В сейфе. Одежда ее? Да. На ней даже носков не было. А это что? Это нашли в соседнем дворе. Да, пытались сжечь. Все в деле. Ориентировку давали? Это у нас только один такой умный, и знаешь, как надо работать. Ну и что, результаты? Либо сирота, либо инопланетянка. Мы заберем это. Послушай, не борзей. И что вы собираетесь с этой клеветнической бумагой делать? Дам ей полный ход. Ага. Понятно. Ну, молодому человеку простительно, он юридически безграмотный. Но вы-то… Вы-то, Марина Викторовна, должны понимать, что снятие показаний с больного человека, да еще без санкций, это же противоречит УПК. Андрей Гаврилович, а никто не допрашивал Житкину. Мы пришли ее мирно навестить. А женщина так растрогалась, что написала чистосердечное признание. Да еще, заметьте, при свидетелях. Не так ли, Алексей Леонидович? Как ясный день. Видите, да? Так что касается УПК, ничто ему не противоречит. А вот что касается вас, вам навесит реальный срок. И уж поверьте, я позабочусь, чтобы он был максимальным. Вы не сомневайтесь. Ладно. На что вы хотите-то? Чтобы я батюшку вашего отпустил? Так, пожалуйста, он завтра будет дома сидеть, чай пить. Напишите чистосердечное признание. Вам что, легче будет, если меня посадят? Воздух чище будет. Марина! Если я такую бумагу напишу, меня убьют сразу. До свидания, Андрей Гаврилович. Что? Это я. У нас проблемы. Здравствуйте, Марина Викторовна. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Чего надо? Поговорить надо. Леш, подождите меня, пожалуйста, в машине. Нет. Алексей останется. Мы его поклонники. Любим вашу историю. Вы с нами. Дело в том, что мы тут узнали о вас, что вы по больницам ездите. Людей пугаете. И что дальше? Ну как что дальше? Жалко человека. Заслуженный работник, 20 лет стажа. Испугается еще от ваших историй. Глядишь и вечером на тот свет. А потом в этом газет напишет, в блогах. Вам это надо? Ничего, разберемся. Разберетесь. Только зачем вам эти хлопоты? Ваши условия. Допустим, Житкина заберет заяву. Дело закроют. Вашего папу отпустят. Как вам? Нет. Уверены? Вы сдаете мне Житкину и Проскурина. Отпускайте моего отца. Я, так и быть, не преследую вас. Во всяком случае, целенаправленно. А если нет? А если нет, я вас всех засажу до последнего. Начну с тебя, понятно? Одну минуточку. Лермонтова, 12. 9 часов вечера. Привезут вашего папу. Здесь будет телефон.
по которому вы позвоните, когда будете на месте. Когда завозили? Ага. А через главный офис можно попробовать? Да понял уже все, спасибо. Новости есть? Да. Кажется, мы нашли девушку, гражданку Украины, 16 лет. Да, садитесь, Марина Викторовна, садитесь. Вот, работала в Global Promotion. Понятно, что компания-то специализировалась на поставке девчонок богатым клиентам. Убитые из их числа, вот, привезли под заказ. В общем, девушку отвезли к клиенту, изнасиловали, задушили. Труп вывезли в промзону в Щукино, раздели, одежду пытались сжечь. Экспертизу проводили? Так точно. Специалисты говорят, что ткань дорогая, используется только 2 брендами при пошиве одежды. Вот список магазинов, которые ими торгуют. Можно поехать проверить. Не надо ничего проверять. Я знаю, где это купили. В Петровском пассаже, даже знаю, кто. Вызываем опергруппу? Нет, до завтра он никуда не денется. Кто? Никуда не денется до завтра. Вы мне можете объяснить, что происходит? Так, ну, я, конечно, это не мое дело. На сегодня все свободны. Денис, ты задержись. Хорошо. Класс! Володь, на минутку, что там за история со шмотками? Леха, тебе это не надо, это наши дела. Это мои дела тоже, понял? Лет 5 назад Шабунова гаишники тормознули за превышение. А там все бы ничего, но в машине у него была малолетка. Ну, то ли избитая, то ли напуганная, они там по-разному говорили. А одетая как принцесса. Вот. Фирменные шмотки, красивые. Вот. Ну, уважаемый человек, думали, там, может, дочка, внучка, племянницы хотели отпустить уже, а она вдруг слезы. Ой, дяденьки, спасите, помогите. Привезли их в отдел. Вызвали следователя дежурного. Марину. Да. Да. Вот. Но оказалось, что водила снимал Шабунова малолеток на вокзалах. Тут их отмывал, поил, кормил, одевал в фирменные шмотки. Ну, а потом… Особенно, говорят, любил нетронутых. А вещи покупал вот в Петровском пассаже, в этом самом бутике. Какого черта эту мразь не закрыли? Лех, ну ты… Простой ты человек, Леха. Он уже тогда в Минфине работал. Там такой пресс начался, что… Атомная война. Я с Мариной не был очень знаком тогда, но знаю, что она билась до конца. Водили-то этому накинули 14 лет, а Шабунов соскочил. Такие дела. Куда он? Да я вот не понял, ломанулся куда-то. О чем говорили? Про Шабунова я ему, дурак, рассказал все. А я-то вам зачем здесь нужен? Свечку держать? Документы я вам отдал. А если она с собой ментов приведет? Кто нас отмазывать будет? Лермонтов? Борис Генрихович, это Говорков. Здрасте, вы дома? А, да, я потом объясню. Оставайтесь дома, запритесь, никого не впускайте, охрану вызовите. Я еду, хорошо? Привет. Вот за этой черной Волгой.
На той стороне человек использовал криптошифратор. Это что? Это значит, это профессионал, и это будет стоить дороже. Еще кофе? Ну, что дальше? Куда отходить, понял? Угу. Так, значит, я встану на улице, почую палево, скину тебе на мобилу. Тогда грохнешь Барбоса и рви когти. Только ствол скинь. Ну, типа она сама его завалила, следачка. Да, и теперь главное. Если она приедет одна, валишь ее, потом деда. Тела спусти из окна, Барбос поможет. Ну, потом его следом. Только так, аккуратненько, без дырок, чтобы было красиво. Все понял? Открыла. Все сообщения отправлены из одного места. Судя по айпишнику, из УВД «Северная». Ошибки быть не может? Это не я. Грохнули все-таки. Если скажу, что мне жаль, совру. А ты как здесь оказался? А ты? Хороший вопрос, правда? Что это за статья? 105-я предумышленная, а эти? 152-я. Торговля несовершеннолетними. 286-я. Превышение служебных полномочий. 2 группы цифр на зеркале. 2 группы, 2 трупа. Должен быть еще 1 труп. Карачаров с Никифоровой привезли Шибунову девочку. Он ее убил. Ковалев пытался скрыть улики. Есть еще 1 группа. Отдельно на записке, как в случае с кейсом. Значит, есть кто-то, кто злоупотребил полномочиями, из-за кого произошло убийство. И кто? Марина. Марина? Марина должна была посадить Шибунова. Но она этого не сделала. Если бы посадила, девочка бы осталась жива. Вызову опергруппу. Алло, Лёш? Тот человек, который тебе… В общем, он писал тебе из УВД «Северная». Слышишь? Алло? Алло, это капитан Хлопонин, УВД «Северный». Примите вызов. Убийство. Твардовского, 6. Странная штука получается. У меня брат работает в УВД «Северный». Его зовут Денис. Убитый Шибунов Борис Генрихович. Да, я здесь жду. Лех, ты чё? Отпечатки твои остались. Что ты здесь делаешь? Чего? Я говорю, что ты здесь делаешь? Ты что, совсем с ума сошел? Что? Как ты здесь оказался? Да как я тут оказался? Звягин мне сказал за тобой следить. Он считает, что ты художник. Что? Что? Он считает, что ты художник. Звягин? Считаешь, что я художник? Ну да, что ты в голову мне выстрелишь теперь из-за этого? Мне нужно идти. Лёш, да ты что, совсем офонарел? Сначала в меня из пистолета целишь, теперь подставить меня хочешь. Ты что делаешь? Послушай, 5 лет назад я писал про Марину.
Так. Я писал, что она воспользовалась служебным положением, превысила полномочия и отмазала какого-то высокопоставленного. Я не знал, какого, у меня не было тогда информации, понимаешь? Ну? Я не знал, что это Шибунов. Так вот, если я сейчас прав, Марину вот там вот где-то могут убить, понимаешь? Лёх, погоди. Погоди, если ты ошибаешься. Если ты неправильно все понял. Что я им скажу? Труп ты нашел, консьержка видел, как ты входил. Пистолета нет, Лёх. Я много ошибался. Дай мне возможность исправить свою ошибку. Да. Да, я здесь. Алло. Алло. Оружие и закон не уживаются друг с другом. Гай Юлий Цезарь. Говорят, закон преследует зло, а это значит, что зло всегда впереди, на шаг, на полшага. Закон бежит по следу, но не успевает. Денис. Что? Денис дома? Вообще-то он звонил полчаса назад. Сказал, что у него какие-то дела где-то на другом конце Москвы. Это Дениса? Да, Дениса. Он в нем души не чает. Запрещает прикасаться. Мне он говорил, что ничего в них не понимает. Его Машка всему научила. Сестра. Алло. Хлопонин, это Говорков. Можешь мне не верить, но следующая жертва художника Марина. Звягин, художник. Алло, Денис. Дело сделано. Марина, возьми трубку. На Лермонтова 12. Так, деньги. Всем, кто читает мой блог, и тем, кто не в курсе, при убийстве заговорщиками Гая Юлия Цезаря их страх перед ним был настолько велик, что в панике и суете мечами они изранили друг друга. Марина! Сейчас, секунду. Раз, два, три. Все в порядке, все закончилось. Я Алексей, помните? Я приходил к вам в гости с Мариной. Вы можете...
Какая приятная неожиданность. Да ты совсем больной. Ну ты как? Сейчас лучше уже. В общем, нормально. Поаккуратнее с ним. Нормально. Ой, что, сейчас поедешь там? Ты-то как? Я чего? Марина, осторожно. Шагай, шагай! Может, там был кто-то еще? Не было. Ты уверен? Марин, там никого не было. Капитан Звягин, проникнув в здание, обнаружил 2 трупа. Работника прокуратуры Проскурина и бандита, личность которого устанавливается. В дальнейшем он обезвредил гражданина Говоркова при попытке последнего совершить убийство в отношении отца и Яшиной Марины Викторовны. Ну, вот, собственно, и все. Конечно, кое-какие вопросы еще остались. Например, неясно, как Говорков принудил гражданина Ковалева совершить двойное убийство. Также непонятно, в какой момент он убил бандита, сидевшего в машине. Но в основном, благодаря стараниям группы, обнаружено доказательства, однозначно изобличающие гражданина Говоркова. Косвенные. Я понимаю, Марина Викторовна, вам неловко, и я бы даже сказал, стыдно. Прошляпили убийцу у себя под носом. Давайте не будем заниматься этой дешевой демагогией. Там и по косвенным на высшую меру наберется. Товарищи офицеры, я выношу благодарность полковнику Серпину Михаилу Михайловичу. Служу России. И всей группе. Отлично поработали, товарищи. Особая благодарность нашим коллегам из прокуратуры. И лично советнику юстиции Покатухину Станиславу Матвеевичу. Благодарю. Спасибо, Станислав Матвеевич. Прошу садиться. Простите, я... Мне надо выйти. Извините, Марина Викторовна никак не может отойти от этой истории с отцом. Ну, вы можете идти. Слушаюсь. Ну что, Звягин, поздравляю вас с присвоением очередного звания. Говорят, майора дадут. Как папа. Привет тебе передавал. Слушай, я обещаю, я... Передай моей Тане, что со мной все в порядке. Марина Викторовна, Да. я тут у вас сеть налаживаю.
Замечательно. Брат о вас рассказывал. Он у вас оперативником работает. Денис. Денис Звягин. Ha ha ha.